Привет всем! Снова с вами подкаст Listen and Treat Russian. Меня зовут Елена. А меня зовут Алекс. Привет, друзья! В прошлой серии мы говорили о том, как называть членов семьи. Кому интересно, ссылка есть в комментариях. А сегодня тема попроще. Как прошли наши последние выходные? Хорошая тема, кстати. Она возникает в разговоре очень часто. И по-разному. Да, бывает просто формальность. Встречаются два друга на улице. Привет-привет, как выходные? Нормально. И все, этого достаточно. Никто не ждет подробностей. Еще бывает чуть более развернутый вариант, но тоже без подробностей. Например, все классно, съездили на море, пожарили шашлыков, отлично отдохнули. Это уже не одно слово, но все равно просто вежливость. А есть и третий вариант, когда тебя действительно просят рассказать подробно. Обычно так спрашивают самые близкие люди, например, мама или лучший друг. Вот тогда и начинается настоящий рассказ. Со всеми деталями, чуть ли не по минутам. Как раз у меня в эти выходные было что рассказать. Отлично, тогда начинай ты. Что было? В субботу я встал поздно, часов в 9. Обычно я встаю рано, но в выходной решил поспать подольше. Заслужил, наверное, после рабочей недели. Есть такое. Потом я погулял с собакой. Его зовут Барс, это овчарка. Гуляли долго, почти час, в парке рядом с домом. Целый час? Барсу повезло. Он в этом парке просто счастлив. Там много других собак, он со всеми знакомится. Кстати, встретил там соседа с первого этажа. Разговорились. Оказывается, у него тоже овчарка. Только щенок еще, месяцев 5. После прогулки я приготовил завтрак, овсянку с бананом, и выпил чаю. Я вообще не пью кофе, кстати. Мой отец тоже никогда не пил кофе. У нас так в семье повелось. А у меня наоборот, вся семья только кофе и пьет. После завтрака у меня было главное событие выходных – шахматный турнир в клубе. Я хожу туда 2 раза в месяц, обычно по субботам. Ты играешь в шахматы? Не знала. Да, уже 2 года. Начинал совсем новичком. Даже правила толком не помнил. А в эту субботу как раз выиграл партию у одного парня. Он играет 15 лет. Он до сих пор поверить не может. Ого, это правда впечатляет. Сам был удивлен, честно говоря. После турнира мы с ребятами из клуба обычно идем куда-нибудь перекусить. Обсуждаем игры. В этот раз зашли в маленькую пиццерию рядом с клубом. Хорошая традиция, после турнира вместе поесть. Да, мне нравится. Это уже почти как отдельный ритуал. Потом я поехал домой на велосипеде, через парк. Погода была отличная. А вечером просто читал книгу. Ничего особенного. А в воскресенье что делал? В воскресенье попроще. Утром снова погулял с Барсом. Подольше, чем обычно, потому что погода была хорошая. Потом съездил к родителям на обед. Мама готовила пельмени. Она их всегда лепит сама, никогда не покупает готовые. Вкусно, наверное. Очень. И еще сестра приезжала с семьей, так что собрались почти все. Посидели, поговорили, дети побегали во дворе. А вечером я просто убрался дома и посмотрел фильм. Хороший выходной день получился. Да, мне понравилось. А у тебя как прошли выходные? У меня было немного суматошно, потому что подруга попросила помочь со свадебными фотографиями. Я люблю фотографировать, это мое хобби. О, это интересно. Расскажи. В субботу утром я, как обычно, первым делом выпила кофе. Крепкий, с молоком. Без кофе я вообще никакая. А завтрак? Блины с медом по бабушкиному рецепту. Это у нас семейная традиция, блины по выходным. Приятная традиция. Да, мне очень нравится. Потом я собрала камеру и поехала в парк. Там как раз была свадьба подруги. Свадьбу устроили прямо на природе, у озера, с самодельными деревянными арками. Очень красиво получилось. Погода была отличная, солнечно, но не жарко. Идеально для фотографий. И как все прошло? Очень напряженно, если честно. Нужно все успеть, каждый момент важен. И постоянно кто-то зовет сфотографировать что-то еще. Но результат того стоил. А была какая-нибудь интересная ситуация? Да, была. В какой-то момент пошел маленький дождь, и все гости открыли зонты одновременно. Получился очень красивый кадр, совершенно случайно. Теперь это, наверное, моя любимая фотография с этой свадьбы. Вот это удача. Иногда лучшие кадры выходят случайно. Ага, повезло. А еще запомнился момент, когда жених разбил бокал во время тоста. Все засмеялись, и получилась очень живая, естественная фотография. Друзья, вы еще с нами? Если да, напишите в комментариях, чей завтрак вам ближе.
Овсянка или блины? Хороший вопрос. Так вот, после свадьбы я еще весь вечер отбирала лучшие кадры дома. Это долгая работа, нужно внимание к каждой детали. До скольки сидела? Почти до полуночи, если честно, но мне нравится этот процесс. Я под него еще и музыку слушаю. Время быстро проходит. А в воскресенье что было? В воскресенье уже спокойный день. Утром гуляла с подругой, пили кофе в кафе рядом с домом, обсуждали, конечно, вчерашнюю свадьбу, она же там тоже была гостьей. И что подруга сказала? Ей очень понравилось, говорит, никогда еще не была на такой веселой свадьбе. А потом, ближе к вечеру, я немного рисовала акварелью дома. Это тоже мое маленькое хобби, помогает расслабиться после суматошной субботы. Не знал, что ты еще и рисуешь. Да, это просто для себя, я почти никому не показываю. Получается, у нас с тобой выходные совсем разные, но кое-что общее все-таки есть. Что именно? Вечером мы оба любим просто побыть дома, спокойно, без спешки, после насыщенного дня. Есть такое. И спать в выходные ложимся позже обычного, часов в 12, а то и позже. Кстати, вот мы с тобой рассказали друг другу так подробно, а в реальной жизни так редко бывает. Обычно все спешат, и разговор про выходные получается коротким. Да, метко подмечено. Может, поэтому такие разговоры и приятны, когда кто-то правда хочет послушать, а не просто вежливо спрашивает. Хорошо, друзья, на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Если вам понравился этот выпуск, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. И если хотите поддержать канал, ссылка есть в описании. А в комментариях напишите, пожалуйста, что вы обычно едите на завтрак? Чай или кофе? Каша или блины? Нам очень интересно узнать про ваше утро. А в следующей серии поговорим о том, как сказать, что ты уже идешь или едешь. Пришел, приехал, прилетел – разные слова и не всегда в буквальном смысле. Да, темы полезны. Обязательно приходите. До скорой встречи, друзья! Пока-пока.